Надеюсь, что вы все меня слышите и видите. Я сейчас смотрю на ваши ответы. Спасибо большое. Спасибо, Крис. А что у нас происходит в русском чате? Вы меня видите, слышите? Поставьте плюсики, если все хорошо в русском чате. Русский чат, пожалуйста, покажите, если вы меня слышите и видите. Плюсиками. Отлично. В принципе, можем начинать. Сейчас я поделюсь своим экраном. В зависимости от того, где вы находитесь в этом мире, может быть, у вас сейчас вечер, утро, у меня здесь 1 час ночи, но добро пожаловать на еще одну сессию марафона 260. Сегодня у меня 5 февраля 2020 года, и мы говорим с вами «Делай, как я», «Делай, как мы», «Делай лучше, чем мы». Здесь оказывается поддержка для того, чтобы вы все могли достичь своих целей, достичь своих мечтаний. Все, смотрю, что все хорошо, все слышат, видят, замечательно. Спасибо большое за вашу реакцию. Давайте тогда, наверное, начинать. Отлично. Хочу представиться. Меня зовут Рита Эшен, и я представляю лидерский совет. Я также президент компании потребительского сообщества New, и очень рада этому. И кроме этого, также преподаватель являюсь по криптовалютам и блокчейнам, и готова поделиться этими технологиями со всеми. Кроме этого, также сертифицированный коуч Мастер Профи, ведущий гения финансов, и это просто замечательный тренажер. И кроме этого, я спикер и частный инвестор. Я живу в Квинстоне, в Австралии. Здесь очень солнечно, очень жарко сейчас. И прошу прощения у тех стран, где, наверное, сейчас много снега. У нас здесь замечательная погода. И это самый солнечный штат в Австралии. Что мы делали сегодня? Мы вчера говорили о списке контактов. Если вдруг вы что-то пропустили, надеемся, вы смогли запись прослушать, просмотреть. А сейчас мы бы хотели задать вопросы нескольким людям. И я также хочу, чтобы вы представились, чтобы вы сразу представились, сказали, из какой вы страны, а также пару слов о себе. И немного рассказать о списке контактов, те проблемы, которыми вы сталкиваетесь, когда вы его составляете, а также как вы изменились и какие уже достигнуты вами результаты. Может быть, уже там свыше 100 имен в вашем списке. У меня 4000 контактов, просто замечательный результат. И, может быть, у вас есть какие-то рекомендации, советы своим партнерам, то есть, пожалуйста, помните об этом до того, как мы дойдем до этой части нашей сессии. И что сейчас мы будем делать? Это мы сейчас, в принципе, проведем небольшую разминку. Это то, как вы должны начинать свой каждый день. Посмотрим на этот слайд. Итак, физическая прокачка. Пожалуйста, будьте честны. С того момента, как мы начали этот марафон 2 февраля 2020 года, кто из вас... Напишите это, пожалуйста, в чате. Будьте честны. Напишите 1, если вы еще ни разу с нами не прокачивались, не делали никакую разминку. Минуту, секунду на это. Хочу посмотреть, что здесь происходит. Ага, вот, вижу. Да, единички у нас есть. Единичек много в английском чате. Это означает, 3 означает, что вы все 3 дня, в принципе, упражнялись, что говорится в русском чате. Не так уж все плохо, но
для этого физической прокачки, что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы вы наполнились той энергией, которая необходима для выполнения задания. И с того момента, как мы начали, я много плавала, но самый мой любимый спорт – это теннис. Но сегодня было достаточно вечером, было холодно, и вместо этого я немного побоксировала. У меня есть персональный тренер по боксу, и иногда мы боксируем, то есть кто-то к нам приходит, этот тренер помогает. Если вы не против, давайте встанем, тот, кто может, и ребята, если вы хотите, если, может, ребята мужского пола, вы делаете отжимания от земли, а наши дамы, вы делаете приседания. Если вдруг вы не можете делать и то, и другое, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, может, просто побоксируйте. Пожалуйста, практикуем наши отжимания, наши приседания. А те из вас, кому нужна мотивация, у меня есть кое-что для вас. Я припасла. То есть пока мы ждем, пока люди отжимаются, я хочу вам кое-что рассказать, потому что иногда все, что нам необходимо, это музыка, энергичная музыка, либо настраивающая музыка. Послушайте, как вам это нравится? Я в ожидании нашей разминки. Нравится? Воодушевляет вас? Заряжает на подвиги? Отлично. То есть кто-то из вас уже поупражнялся? Как вам это нравится? Хорошо, ребята. Отлично. Очень важно делать физические упражнения. Поздравляю всех тех, кто справился с этой физической прокачкой, потому что нам необходима энергия для того, чтобы выполнять задания. Нам необходима энергия для марафона 260. Спасибо большое, спасибо всем тем в чате, кто отписывался с сообщением о том, что вы сделали. Ричард, замечательно. Ленар, 15 приседаний, 15 отжиманий. Замечательно, ребята. Просто молодцы. Поздравляю всех вас, всех наших партнеров в чате. Вы просто замечательные. И кроме этого, мы также должны не забывать выпивать стакан воды. После упражнения выпейте каждое утро, начинайте со стакана воды. Зарядитесь эмоциями, энергией. И кроме этого, также зарядите свой организм водичкой. Кроме этого, возле меня большое количество воды. Но после этого, что мы делаем? Мы хотим провести психоэмоциональное осознание. Мы хотим поприветствовать новый день, например, поприветствовать счастье, можно поприветствовать благодарность, ту среду, которая вокруг вас, поблагодарить природу, либо то место, где вы живете. Поблагодарить – это также очень важно, что нам очень повезло, что мы счастливы и удачливы, что нам повезло жить в этой стране, где мы живем. И мы должны быть благодарными за последние 3 дня, поскольку они были просто замечательными. Поблагодарите людей, может быть, по ком-то вы скучаете, вы можете сказать, насколько вы им благодарны за то, что они есть в вашей жизни. Вы можете это сделать сейчас, либо просто мысленно помедитировать и высказать им свою благодарность, благодарность своим друзьям. Может быть, вы благодарны еще за что-то, за какие-то физические свершения в своей жизни, может быть, за кров, за еду в своей жизни.
То есть за все это мы можем быть благодарны. И кроме этого, благодарны за наличие воды, потому что на самом деле есть очень много людей, которые лишены возможности доступа к этой чистой воде. И еще одним очень важным элементом является, конечно же, прощение. Мы должны подумать о том, может быть, кого-то мы обидели, что-то сделали не так, попросить у них прощения, вы это можете сделать. Но также я бы хотела, чтобы вы простили самих себя. Может быть, есть что-то, чем вы не гордитесь. Я хочу, чтобы вы сейчас написали те вещи, за которые написали их на отдельном листе бумаги, то, за что вам стыдно, и как обещание, что вы никогда больше этих плохих вещей делать не будете делать. Просто напишите, сверните в дудочку этот листик, и сейчас у нас будет, вы как бы очиститесь и будете уже абсолютно чистым, новым человеком каждый день в этой программе. Кроме этого, домашнее задание. Конечно же, мы разговаривали о списке контактов. Это наша вчерашняя тема. Мы составляли список контактов, ваш теплый список, холодный список, ваш теплый рынок, горячий рынок, ваш холодный рынок. То есть мы говорили о том, где можно найти людей для того, чтобы их внести в ваш список контактов. То есть вы можете... Мы говорили о тех способах, или где вы можете знакомиться с новыми людьми для того, чтобы постоянно расширять свой список. Люди вокруг нас, они нас окружают. Эта земля, она полна людей. Мы каждый день с кем-то встречаемся. И даже если вы помните, 2 дня тому назад мы готовили коллаж ваших мечтаний. У меня на самом деле 2 таких коллажа. Один из них — это мои личностные мечты, и еще один коллаж для целей, для блага всего сообщества, всей планеты как таковой. То есть у меня 2 коллажа. И кроме этого, в принципе, на самом деле было мне очень приятно разговаривать со всеми вами, ребята. Но, конечно же, может быть, кто-то волнуется, что, может быть, только я этим занимаюсь, но на самом деле у меня сейчас 5000 плюс людей, которые делают это со мной. И, в принципе, есть чем гордиться. И что мы можем сделать? Сейчас, наверное, мы зададим парочку вопросов кому-нибудь из вас, партнерам, которые смотрели, чтобы они могли рассказать о своих советах, о своих рекомендациях. Давайте кого-нибудь выберем из русского чата и потом кого-нибудь из английского чата. Но давайте начнем с английского чата, а пока наши участники из русского чата, неважно, просто поднимите свою руку, то есть вы будете нашим вторым интервьюируемым. Начинаем с английского чата. Сейчас кого-нибудь выберу, кто хочет поделиться своим опытом выполнения последнего домашнего задания. Кто же? Пожалуйста, просто в английском чате дайте мне знать, кто бы хотел поговорить со мной. Пока мы готовимся с английским чатом, я могу услышать ваш микрофон. Партнер, который будет со мной общаться. Кроме этого, человек в русскоговорящем чате, пожалуйста, готовьтесь и напишите. Ну, с кем же мы сейчас побеседуем? Привет. Кто с нами говорит? Привет, Рита. Твинки, пожалуйста, представься, для того, чтобы все знали, откуда. Меня зовут Пинки Марека, я из Южной Африки. И да, привет, Пинки Марека. Сколько сейчас у вас время? 5:15 вечера. Отличное время.
Вы уже составили свой список контактов? Да, у меня есть список контактов, и на самом деле я на регулярной основе анализирую людей, и моя мама, она топ-менеджер, но использование в моем случае платформ социальных сетей также четко позволяет мне держать в спектре всех тех людей, которые я знаю. Итак, замечательно, у Пинки уже есть список контактов. Пинки, вы бы не могли немножко больше рассказать? Может быть, после вчерашнего дня вы внесли новые имена? Да, и даже сегодня я связалась с моими 2 международными контактами, потому что, как правило, в моем списке это люди из моей страны, а сегодня я связалась с этими новыми людьми и представила им еще раз нашу компанию. Замечательно, Пинки. Кроме этого, есть ли какие-то проблемы, может быть, сегодня, может быть, в прошлом вы сталкивались с какими-то проблемами, кто-то, может быть, нуждался в вашей помощи при составлении списка. Вы знаете, я поняла, что люди, которые вы ожидаете, что они обязательно согласятся, они не слушают. У меня есть MBA, и кроме этого также диплом по машиностроению. И, в принципе, никто из моих предыдущих людей, которые раньше со мной учились, они не заинтересовались. А это правильно, как вчера спикер говорил, что тот человек, который ты и не думал, что он согласится, и не думал, что кто-то там на что-то согласится и купит какой-то продукт, они покупают. Мы желаем вашей матери всего самого хорошего, и кроме этого надеемся, что она также поделится какими-то советами с вами, а вы уже потом с нами. Замечательно. У вас есть группа поддержки. Но прежде чем мы отключим вас, есть ли у вас какие-то рекомендации для ваших партнеров, какие-то советы относительно составления списка контактов? Я бы хотела, чтобы все делали следующее. На самом деле не использовать какие-то шаблоны, которые уже есть, а начинать вести свою форму списка, поскольку это позволяет вам понимать, что вы чувствуете о том или ином человеке, а также расширять ваши возможности для того, чтобы пригласить его, для того, чтобы увеличить количество тех людей, которые сейчас уже есть в вашем списке. Замечательный совет, Пинки, спасибо большое. С Пинки вы также можете непрерывно расширять свой список. Это просто один из примеров, но вы можете дальше его увеличивать. Спасибо, Пинки, большое. Спасибо, Рита, и вам. Ну, тогда до встречи в Фейсбуке. А может кто-то сейчас из русскоговорящего чата, может быть, кто-то бы хотел поговорить со мной? Кто-нибудь из русскоговорящего чата готов к ответить на мои вопросы. Пока мы ждем, когда этот человек будет готов, пожалуйста, в чате напишите, из какой вы страны, для того, чтобы другие участники могли видеть, насколько глобальной является наша компания. Все участники, просто покажите, напишите, из какой вы страны. А пока мы ждем нашего русскоговорящего участника, пока он будет готов поговорить со мной. Пожалуйста, организаторы, дайте мне знать. Я вижу Нидерланды, США, замечательно, Дания, Афганистан, Австралия, Россия, Казахстан, Испания. То есть мы видим эти разные. Сейчас Вьетнам к нам присоединился. У нас действительно глобальная компания, правда же? Итак, ну что, русский чат, есть ли у нас кто-то, какой-то участник, который бы хотел поделиться и рассказать немного о своем списке контактов и что он делал вчера, а также последние несколько дней? Пол? Виргинские острова у нас также я вижу. То есть вы видите в чате, пока мы ждем, чтобы кто-то согласился со мной побеседовать, вы все пишете свои страны. Ну что, есть у нас кто-то? Еще пару секунд для русского чата, чтобы кто-то осмелился
поделиться своим опытом? Кто бы хотел поделиться своим опытом со всеми нашими участниками? Организатор, вы меня слышите? Айжан, Шарипа, пожалуйста, можете включиться. Ну ладно, не слышу организатора и не вижу, чтобы кто-то из русской комнаты хотел поделиться своим опытом. Может быть, тогда выберем еще кого-то из русской комнаты, чтобы он или она рассказали о своих мыслях, рекомендациях. И опять же, возвращаемся к участникам английской комнаты. Кого бы выбрать мне? Любого из тех, кто поднял руку? Еще один человек. Итак, вы бы не могли заглушить звук, а мы выберем всего лишь одного человека? Вы готовы говорить? Я что-то на заднем плане слышу. Кто будет этот партнер, который будет со мной разговаривать? Пару еще секунд. Отлично. Кто-то со мной на связи? Да. Можете громче говорить, пожалуйста? Да, меня зовут Крис из Австралии. У меня утро. Крис, как дела? Все замечательно. Спасибо, Рита. Ты просто замечательно все делаешь. Спасибо большое за комплимент. Крис, пожалуйста, расскажите мне, у вас есть список контактов и что вы делали? В принципе, я лентяй. У меня было несколько тысяч контактов, и вы их годами собирали? Да, на самом деле. Мне кажется, что ранее сегодня есть какие-то бизнес-концепции, и, в принципе, это замечательно, что у вас это все есть, но просто расскажите, в общем, не это упражнение, когда вы составляете свой список контактов, у вас когда-либо были какие-то проблемы с ним? На самом деле, я пытаюсь встречаться и добавлять пару человек в день. В прошлую пятницу была азиатская пара, и там их было на самом деле 3. И когда мы обменивались телефонами, просто обменялись телефонами, то есть, в принципе, у тебя, как правило, нету проблем с твоим списком. Как правило, нет. Я очень открытый человек и, в принципе, всегда открыт к новым знакомствам и пытаюсь ближе узнать всех тех, с кем я встречаюсь. Иногда они просто дают номер телефона, иногда они делятся своими ссылками на социальные сети и так далее и тому подобное. И Крис у нас многоязычный, и Крис, он, в принципе, может поприветствовать людей на разных языках, и это также принимается очень хорошо. Крис, спасибо. Есть ли у тебя какие-то советы для наших партнеров, участников, как можно расширить свой список контактов? Когда вы кого-то приветствуете, улыбнитесь им. Может быть, задайте парочку вопросов. Будьте очень дружелюбно настроенными. И не говорите сразу о бизнесе, потому что налаживание отношений имеет очень важное значение. То есть вы, в принципе, предпочитаете лично встречаться с людьми. В принципе, да. И кроме этого, Facebook тоже хороший инструмент. Я с многими людьми через Facebook познакомился, которые сейчас в моем списке контактов. Спасибо большое, потому что вы всегда можете
использовать эти инструменты и всегда телефон под рукой. Крис, спасибо большое за ваши советы, за ваши рекомендации. Желаю всего хорошего и вашим партнерам. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас... Подождите. Да, проверка домашнего задания. Мы это уже сделали, а сейчас... Мы переходим к нашему следующему спикеру. Спасибо большое за то, что слушали нас. Следующим спикером будет являться Драгош Станцу. Он из Италии. Мы подождем, пока Драгош подключится и будет на связи, чтобы мы все могли его слышать. Здравствуйте, я передаю привет из Италии всем вам. Хотел поблагодарить Бериту за это прекрасное вступление, за ее урок. Это действительно было очень профессионально. Для тех, кто меня не знает, я хотел бы представиться. Я представитель президентского совета. Президент по партнерской программе потребительства сообщества NEMI. Сертифицированный тренер мастер-профи. Ведущий гений финансов. Член Ассоциации генерала мира за мир. Лидер нашей компании в Италии и также профессиональный инвестор. Мы можем перейти к следующему слайду. Я хотел бы первым делом, до того, как начать мое выступление, хотел поговорить бы с вами о моем личном опыте, который мы можем как раз включить к этой теме, имена и лист контактов, потому что мне поступило много сообщений от моей структуры, и я хотел бы с вами разделить вот эту идею осознания всей важности того, что мы делаем в этой первой части марафона. Потому что многие из вас занимались уже сетевым бизнесом в жизни, занимались мультилевел маркетингом, работали с многими компаниями. И в своей частной, приватной уже профессиональной деятельности столкнулись с тем, что уже делали такой список имен. И я хотел бы сказать, что список имен — это действительно наш путь к успеху, это наш источник успеха. Поэтому все эти люди, которые очередной раз слышат, как мы повторяем все то же самое, я хотела бы рассказать вам мой личный опыт. Когда я участвовал в курсе, который вел Андрей, и Андрей спросил нас, есть ли у нас лист имен, лист контактов. Все подняли руку, конечно. И все сказали, да, конечно, у меня 400 контактов, да, я уже годами добавляю туда имена, у меня огромный лист, я, конечно, его давным-давно сделал. И в один прекрасный момент Андрей сказал, ну хорошо, давайте покажите мне кто-нибудь ваш список имен. И тут же все руку спрятали поднятую, опустили.
Потому что ни у кого не было этого списка, написанного от руки, например, или даже на компьютере, который был бы на каком-то листе, сложенном в своем кошельке, например. Многие просто показали свой телефон и сказали, вот адресная книжка моего телефона, отсюда мы можем взять любое имя. А многие сказали, ой, я уже так давно занимаюсь сетевым бизнесом, что мне даже не нужны эти новые списки, я уже все прекрасно знаю, обойдусь и без него. И многие серьезно не воспринимают вот эту важную часть нашего бизнеса, вот эту важность этой инструкции и этой рекомендации. И я сам был таким. И я говорила себе, о боже мой, опять мы должны писать эти имена, эти контакты. Но вот однажды, когда я пошел в гостиницу и лег спать в своей комнате, я все-таки решил написать список контактов и помогал себе, как раз брал телефоны из адресной книжки моего мобильного и постепенно добавились какие-то новые имена. И когда я вернулся в Италию, я сделал первый шаг. И вот это как раз то, чем я хотел бы с вами поделиться. И я позвонил человеку. Этот человек, когда я записал его в мой лист контактов, ее зовут Джованна, и я очень долго с ней не созванивался до того, как вот в тот раз ей позвонить. И я даже изначально не был уверен в том, стоит ли писать ее среди моих контактов. Вот почему я вам говорю, что очень важно записать именно на бумаге вот этот весь список ваших лиц, с которыми вы можете созвониться. Потому что мы можем делать какие-то пометки рядом, например. И эта женщина, я как-то был к ней плохо настроен, как-то был предубежден против ее кандидатуры, даже не хотела ей звонить. Но когда я все-таки решил ей позвонить, я уже осознавала все возможности мощные вот этого бизнеса, который был у меня в руках. И, соответственно, я позвонила ей с большим энтузиазмом и сказала ей, что я обязательно должен с ней встретиться для того, чтобы разделить с ней мой опыт и пригласить ее на встречу со мной, на мое рандеву. Переходим к следующему слайду. Теперь поговорим уже непосредственно о рандеву, о системе приглашений. Значит, первый шаг, следующий за составлением списка имен, это непосредственно телефонный звонок. И часто человек приходит на встречу именно благодаря тому энтузиазму, который мы вкладываем в наш разговор с ним по телефону. Поэтому
Поэтому очень важный вам совет — это не сидеть, когда вы звоните кому-то, а ходить, энергично двигаться по комнате и иметь достаточно места, чтобы иметь возможность это делать. И вы должны передавать эти позитивные эмоции, с которыми вы сами столкнулись, когда начинали этот бизнес. Этот человек, если бы я не переписал заново мой список имен, как нас попросил Андрей, я никогда бы ее не пригласил. И если вы вот сейчас не уделите внимания действительно значительное вот этим первым шагам, которые мы вместе делаем в этом марафоне, вы будете в моей ситуации, вы никогда не пригласите свою Джованну на свое рандеву. А когда Джованна пришла на рандеву, она не пришла одна. Ей было очень любопытно, почему же я так заинтересован в этом бизнесе. Ей передался мой энтузиазм и моя энергия по телефону. И она пришла с еще другим человеком. И его зовут Арвиндер Сингh. И, конечно, вы его знаете, многие из вас его знают. Это президент Индии. И мы тогда встретились в баре рядом с моей фирмой. Мы выпили кофе для того, чтобы познакомиться. И потом мы пошли ко мне в офис. Где мы уже как раз удобно устроились, сели и поговорили о бизнесе. Поговорили о мультилевел краунд-инвестинге, об образовании в области инвестиций. И до того, как я начал весь этот разговор с ним, я задал вот этот квалификационный вопрос. Для того, чтобы как раз понять вот эти необходимости вот этого молодого человека, Харри, которого вы все знаете. Я уже знал Джованну некоторое время и знал, в чем может быть заинтересована она. Поэтому все мои вопросы я в основном задавал Харри. И я видел, что в его ответах он был очень амбициозным человеком и мечтателем. И вот один из вопросов, который мы можем задать как квалификационный вопрос, очень важный на наших встречах, это спросить, заинтересован ли человек в том, чтобы знать, как из 1 евро получить 1 000 000 евро. Конечно, большинство людей сразу тебе скажет: да, я заинтересован. И когда мы задаем квалификационный вопрос, мы как раз должны подвести к тому, чтобы человек заинтересовался и сказал нам «да». Для того, чтобы у нас был больший процент
скажем так, позитивного входа в наш бизнес. Если мы видим, что человек не испытывает интереса к тому, что мы говорим, мы можем перевернуть наш вопрос и спросить, в чем же мечта, в чем же главное желание человека. Поэтому уже потом мы можем его еще раз заинтересовать, вызвать его любопытство. Именно на какой-то важной встрече, которая может быть решающей встречей. Он мог участвовать в каком-то мероприятии, например. Он может поиграть, например, в игру «Гений финансов». И это поможет ему понять, как работает наша компания, в чем миссия компании. Даст как бы вот это значение всему пути. И даст нам возможность создать нового лидера. Сделаем шаг назад. Если бы я в тот день не понял всю важность того, о чем нам говорит Андрей, то есть взять вот этот настоящий лист бумаги и прописать там все имена. Я в тот день не написал бы имя Джованны. И вот я даю вам совет. Не делайте каких-то ограничений в своей голове в отношении людей, которых вы вносите в ваш список имен. Дайте, пожалуйста, возможность всем людям, которых вы знаете. Чем длиннее ваш список, может быть 1000 людей, тем больше процент вероятности того, что вы сможете привлечь большое количество людей. И если бы в тот день я не договорился о рандеву с Джованной, я бы никогда не познакомился с Хэри, и сегодня в моей структуре не было бы 200 000 человек. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание и придавайте значение тому, что вы слышите. И особенно вот этим первым шагам в нашем марафоне. Это фундаментальные шаги, это базовые шаги. Дайте им вот эту значительность. Даже если вы уже много раз слышали одно и то же, может быть, в каких-то других компаниях в том числе. Потому что если бы я в то время не сделал первый шаг, сегодня у меня не было бы такой большой сети и структуры. Пойдем к следующему слайду. И помните о воде. Вода создает энергию. Когда вы приглашаете на рандеву человека, вы должны стать профессионалом настоящим,
Может быть, это ваш первый опыт? Может быть, вы занимаетесь совсем другим в жизни, как работой? Я, например, раньше был электриком. Ну и, конечно, вы не можете прийти на рандеву в какой-то спецформе, может быть, грязной. Но вы, конечно, должны выглядеть настоящим профессионалом, который отражал бы уровень вашего бизнеса. Иначе никто никогда не примет даже к сведению и не начнет задумываться над тем, что вы будете говорить. И, может быть, только в том случае это произойдет, если вы знаете человека, который перед вами. Но человек должен заинтересоваться и должен пойти за вами. Поэтому я хотела попросить бы вас сделать вот этот первый шаг. Я хотела бы, конечно, услышать какой-то новый опыт, то, что новое может принести каждый человек в рандеву. Мы можем поменять слайд сейчас. Потому что я хотел бы, чтобы вы приняли во внимание сами эти вопросы. Вопросы квалификационные и переворотные. Очень важно понять, кто же сидит перед вами. И если бы я в тот день, когда познакомился с Хэри, не использовал бы эту технику, я бы провел с ними только 5 минут, то сегодня вся эта работа, которую мы сейчас проводим в Индии, ее бы просто не было. Поэтому перейдем к следующему слайду. И попробуем попрактиковаться с этими новыми людьми. Людьми, которые хотели бы сделать первый шаг. Хотели бы разделить с вами свои эмоции. Со всем миром, потому что мы сейчас связаны со всем миром, разговариваем со всем миром в рамках марафона. Поэтому я хотела бы сейчас, чтобы 2 человека из одной и той же страны созвонились бы между собой для того, чтобы действительно попробовать совершить практически вот этот шаг и задать друг другу квалификационный вопрос, используя вот эту технику. Для того, чтобы попробовать задать и переворотный вопрос, если человек сразу не сказал нам «да».
Пожалуйста, я жду 2 волонтеров, 2 желающих, которые поняли действительно смысл и важность вот этого первого шага. И прошу нашу техническую поддержку связаться и попросить людей включить видеокамеры. Forse chiami qualcuno dalla stanza italiana, vedo 2 persone hanno alzato la mano. И я увидела, что в итальянской комнате подняли 2 человека руку. Может быть, они могли бы к нам подключиться сейчас? Окей. Пожалуйста, представьтесь. Ваше имя, фамилия? Abbiamo Maurizio Fabi e l'altra persona come si chiama? Non ha più alzato la mano, quindi ragazzi, c'è qualcuno che vuole fare Есть кто-то, кто хотел бы с Маурицио Фаби потренироваться, задать квалификационный вопрос и переворотный вопрос? Спасибо тебе, Маурицио, что ты согласился. И Франческо Фикара. Спасибо большое, Франческо. Accendiamo i microfoni. Здравствуйте, Маурицио, здравствуйте. Вот и Франческо к нам уже подключился. Отлично. Привет, Франческо. Итак, вы уже знакомы между собой? Но вы не виделись давно. Франческо, ты звонишь Маурицио? Окей. И вот, скажем так, что вы встретились на рандеву, и ты задаешь ему квалификационный вопрос для того, чтобы понять, в чем необходимость, в чем вообще желание, мечты Маурицио, в чем он нуждается. И посмотрим, что скажет Маурицио. И потом, соответственно, ты должен будешь сделать следующий шаг, совершить какое-то следующее действие. Хорошо. Помни, что ты можешь воспользоваться переворотным вопросом в этом случае. И Маурицио может задать мне вопрос тоже. Давайте. Давайте, начинаем. Привет, Маурицио, привет, Франческо. Как твои дела? Отлично. Я тебя беспокою? Нет, можем поговорить. Да, для меня большое удовольствие слышать тебя. Мы уже давно не созванивались. Как твоя семья? У всех все хорошо, спасибо. Я звоню тебе по такой важной причине. И я хотела бы встретиться с тобой и поговорить с тобой об очень интересном проекте, очень важном. Как ты думаешь, когда мы можем встретиться? Может быть, ты предпочитаешь вторник или же лучше среда? О чем вообще речь идет, Франческо? Ну вот я тебе как раз из-за этого и звоню. Потому что я хотела бы с тобой вот встретиться и обсудить это лично. И вот это очень амбициозный проект, очень интересный. Но ты знаешь, что у всех сегодня какие-то амбициозные проекты, все хотят тебя там вовлечь во что-то, вот эти разные ловушки. Может быть, ты мне хотя бы начни говорить по телефону, для того, чтобы я понял, в чем тут дело. Ну да, это правда, конечно. Ну ты что, хочешь попасть в ловушку? Ну нет, конечно, я не хочу никаких ловушек. Вот именно поэтому...
Ну, я, конечно, тебе доверяю, ты мой друг, и поэтому, если ты мне хочешь предложить, это, конечно, серьезный, наверное, вопрос, но, конечно, мы должны анализировать, что мы пытаемся делать и с кем. Ну, вот этот концепт, о котором я хочу с тобой поговорить, это очень интересный проект, и ты сам поймешь, когда ты увидишь, что имело смысл нам встретиться и обсудить все это. Ну, давай, расскажи мне немножко. Ну, ты знаешь что, фильм невозможно рассказать по телефону. Ну, ты хотя бы можешь мне сказать, это какой-то вестерн, это фильм вестерн или это комедия, или что это вообще такое? Но здесь не продажи, здесь это не проект, в котором речь идет о продажах. А ты что, хочешь заниматься продажами? Ну нет, я вообще не хочу заниматься продажами. Ну вот, когда мы с тобой увидимся, ты все, конечно, обдумаешь, пускай у тебя будет время, оставь себе время, и ты сейчас первый среди моих контактных лиц, и я как друг звоню тебе, потому что я как раз ответственно подхожу к делу, я хотела бы разделить с тобой эту важную информацию, и ты увидишь, что действительно это значимый проект. Очень важно нам с тобой встретиться. Ну да, хорошо, я заинтересовался. Отлично, ты увидишь, что это имело смысл. Да, я действительно заинтересовался. Ну, отлично, тогда я тебя жду в среду в 5 часов, окей? Отлично, чао. Давай, до встречи в среду. Спасибо, что обо мне подумал. Пожалуйста, увидимся. Спасибо за то, что вы подключились к нашему разговору. Выключаем наши телекамеры. Спасибо. И это мог бы быть для вас пример сейчас вот такого звонка. Как использовать квалификационные переворотные вопросы. Вы видите, что Франческо хорошо себя проявил в этой ситуации, в этом разговоре, и он всегда пользовался также и переворотным вопросом. Очень важно в нашем диалоге получить «да». Поэтому мы должны подвести человека какими-то простыми вопросами к тому, чтобы все-таки они сказали вам «да», дали позитивные ответы. И тогда человек будет все больше и больше заинтересован в том, чтобы действительно прийти навстречу. И я надеюсь, что вы поняли важность вот этих первых шагов. И что вы осознали, что как раз могут быть здесь важны в том числе и какой-то личный опыт. И что важно доверять людям и вот делать эти первые шаги, как бы признать, что ты ничего не знаешь. Но самое главное — это действовать, составить наш лист контактов, сделать наши телефонные звонки, назначить наши встречи. И чем больше человек в нашем списке контактов, тем больше будет ваш успех. Сейчас будет говорить очень важный человек нашей компании. Поменяем слайд. Мила Сердюкова. И я сейчас уступлю ей место. Это одна из наших самых сильных лидеров. Это одна из 3 наших несущих колонн, которая умеет всегда выступить в нужное время, в нужном месте. Поэтому я представляю ее вам и оставляю
И благодарю вас всех за внимание, действительно, от всего сердца. И передаю привет всему миру из Италии. И давайте участвуем в марафоне 260. Благодарю, Драгош, за твое выступление, за тот пример, что ты показал, твои истории, что ты поделился. Очень здорово. Чем дольше в компании, тем больше я вижу у тебя расцветает твоя команда по всему миру. И действительно тот пример, что ты рассказал нам о том, что порой никогда не знаешь, и тот человек, который ты думаешь, что будет заинтересован в бизнесе, порой он дает такие контакты, о которых даже и не мыслим. Поэтому, да, друзья, очень классный совет Драгош нам всем напомнил. И я также, в моей жизни были такие контакты, что порой те люди, на которых я ставила самую большую ставку, что именно они будут в бизнесе, они будут разделять эту миссию, к сожалению, они не оказались теми, а те люди, которые, я думала, наверное, им будет неинтересно, они оказались именно самыми такими пробивными лидерами, и сегодня мы вместе работаем в команде. Поэтому никогда не ставьте никакие, знаете, клеймо либо лейблы на людях, давайте всем возможность, обращайтесь ко всем, как к тому человеку, который заразится этой идеей и захочет вместе с вами строить бизнес. Благодарю, Драгош, благодарю всех. Напишите, пожалуйста, слышно меня, видно в чате, поставьте плюсики, если меня слышно и видно. Угу. Отлично. Можно мне, пожалуйста, дать доступ, чтобы я могла поделиться своими слайдами? Ага, не видно, пишут, странно. Модераторы, сделайте, пожалуйста, чтобы меня было видно и я получила доступ к слайдам. Угу, отлично. Супер. Ну, теперь вы, наверное, и видите меня, и слышите. Поставьте плюсик, если вы меня видите. Видно. Все, супер. Отлично. Ну, давайте еще немножко поработаем. Как у вас от 1 до 10? Поставьте, сколько у вас еще есть энергии на еще одну такую суммарную сессию. От 1 до 10. Не подустали еще? Супер. Тогда продолжаем. Я немножко суммарно тогда пробегусь о том, что рассказал Драгош. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, я отвечу. А давайте первое, это по вопросам. Скажите, пожалуйста, квалификационный вопрос и переворотный вопрос. Напишите, чем они отличаются. То есть что такое квалификационный вопрос? Давайте с первого вопроса, чтобы не было у нас длинных таких параграфов читать. Что такое квалификационный вопрос? Кто может написать в чате? Угу. Получить 3 «да», уточнение, выявить потребности. Угу. Смотрите, квалификационный вопрос, и прям запишите, пожалуйста, чтобы у вас это было в записи, вам это пригодится. Все верно, это тот вопрос, ответом которого вы ожидаете, что будет «да». То есть это некое выявление потребностей. То есть, например, вы можете спросить у человека, а скажи, пожалуйста, тебе было бы интересно заработать дополнительно денег? Либо, а скажи, пожалуйста, тебе было бы интересно узнать, как $1 превращается в миллион? То есть что это? Это квалификационный вопрос. Значит, мы задаем вопрос, пытаясь квалифицировать, пытаясь понять, какова же будет точка входа для этого человека. Угу. А если человек говорит, например, мы задали вопрос, а тебе интересно дополнительный источник дохода, и человек говорит нет, тогда какой нужно вопрос ему задать?
Мгм, отлично, переворотный, все верно, друзья. Значит, получается, что если на квалификационный вопрос мы вдруг получаем нет, то есть человеку не интересен бизнес, ему не интересен заработок, значит, нужно быстрее что сделать? Перевернуть вопрос. Хорошо, заработок тебе, возможно, не интересен. А скажи, пожалуйста, вот ты работаешь на своей работе целыми днями, я знаю, что у тебя есть детки, знаю, что ты пытаешься каждый месяц сохранить эти деньги. А вот было бы тебе интересно узнать, как ты можешь свои сохраненные деньги приумножить? Что я сейчас задала? Какой я сейчас вопрос задала вот этим? Переворотный, все верно. То есть, получается, человек мне сказал, что ему не интересен заработок, ему бизнес не интересен, но ему очень интересно узнать, как можно приумножить и сохранить те деньги, которые он заработал. Поставьте плюсики, кому понятна разница квалификационный вопрос и переворотный вопрос. Супер. Значит, смотрите, друзья, первое ваше задание – это именно вот разделить вот эти квалификационные вопросы и переворотные вопросы. Квалификационный вопрос – это некий доступ к бизнесу, точка доступа я ее называю. То есть что у нас может быть квалификационный вопрос? Это вопрос, связанный с заработком, это вопрос, связанный с бизнесом. А скажи, тебе было бы интересно тебе было бы интересно сотрудничать с компанией, глобальная компания, которая имеет активы по всему миру? Скажи, пожалуйста, тебе было бы интересно иметь дополнительный источник дохода? Или, скажи, пожалуйста, ты в своей жизни вот когда-нибудь мечтал, тебе было бы интересно стать спикером и путешествовать по всему миру и развивать бизнес? Видите, вот это бизнес-ориентировочные вопросы, да? То есть это одна категория квалификационных, это бизнес. Другая категория квалификационных – это образование. И находясь вот в нашем проекте уже 5 лет, именно образование я рекомендую вам как точку входа, потому что образование – это, знаете, это тот самый большой актив, что есть у человека. Деньги можно заработать, да, сегодня напиши в Google, как заработать деньги, и ты увидишь списками страницы, как заработать деньги. Сегодня вот рынок заработка денег, он немножко перенасыщен. Сегодня каждый второй ролик в YouTube вы видите рекламу о том, как можно дома сидеть, ковырять носу и при этом зарабатывать деньги. Кто-то зовет в трейдинг, кто-то зовет там какие-то сетевые компании, кто-то еще обещает, что можно быстро заработать деньги. То есть рынок заработка быстрых денег, он сейчас немножко вот перенасыщен все-таки. Но рынок образования, он очень уникальный. И образование – это самая ценная вещь, что мы несем в мир. Помните, у нас даже есть в презентации такой слайд, где мы приводим статистику про миллионеров, что есть такая статистика, 95% миллионеров, которые выиграли именно деньги в лотерею, либо которым оставлено по наследству, через 5 лет 95% из них становятся банкротами, друзья. На YouTube даже есть целая серия роликов о том, как люди, которые получили миллион, выиграли в лотерее, как они затем становятся банкротами. Это реальная статистика. Если интересно, сами загуглите, почитайте, и можете использовать это в презентациях. Работает на 5 баллов. То есть эта статистика нам говорит о чем? Что легко заработать деньги, можно всегда найти дополнительный источник дохода, но сложность именно приумножить и сохранить эти деньги. То есть вот именно вот эту ценность и дает наше образование. Давайте сделаем сейчас тест, вот прямо онлайн с вами всеми. Скажите, пожалуйста, напишите единичку, если вы принимали участие в игре «Гений финансов», если вы когда-нибудь играли в эту игру. Отлично. Поставьте двоечку, если после игры вы получили какое-то осознание, и благодаря этому осознанию вы поменяли что-то в своей жизни.
Супер. А теперь поставьте от 1 до 10, насколько бы вы порекомендовали, чтобы эту игру поиграли ваши друзья, ваши близкие, ваши мужья, жены, да, в принципе, все те люди, которые сегодня тратят свои деньги, свои силы на всякие и пирамидосы, и те, кто постоянно работает, те, кто вертится вот в этом колесе, что Роберт Кийосаки сказал. Видите, конечно, все рекомендуют «Гений финансов». Нету ни одного человека сегодня, друзья, которые бы сказали, что нет, мне не интересно вот финансовые знания инвестиционные, мне не интересна эта игра, это все фуфло. Такого человека я лично ни разу не видела. Если у вас есть такой человек, приведите, я с ним пообщаюсь, и, чтобы узнать, что вообще произошло во время этой игры. То есть, смотрите, к чему я все это говорю. Образование и гений финансов – это самая лучшая точка входа. Сегодня также Андрей Федорович делает очень много бесплатных курсов, которые проводятся каждую субботу. То есть, в принципе, в течение недели вы можете нарабатывать контакты, квалифицировать ваших друзей, знакомых. А тебе интересно узнать, как превращается $1 в миллион? А тебе интересно получить знания по финансовой инвестиционной грамотности и приумножать свои деньги? А тебе интересно вообще понять, что такое капитализация и как сегодня самые богатые люди мира, почему они стали богатыми благодаря инвестированию? Тебе это интересно? И если человек говорит «да», то первое, что вы можете сделать, это либо пригласить на «Гений финансов», либо пригласить на вебинар Андрея Федоровича в субботу, который проходит на 5 языках, друзья. Либо даже посмотреть, у вас у всех в кабинетах есть образовательные пакеты, которые вы также можете давать ссылки на YouTube. У нас есть огромное количество видеоуроков, которые совершенно бесплатны. То есть вот это самый лучший вход в бизнес. Поэтому, когда вы будете практиковаться в группах вопросы квалификационные, постарайтесь набросать вопросы как по бизнесу, так и по образованиям. И когда вы будете их практиковать, вы увидите, что образование, оно будет, знаете, больше в спросе даже, чем бизнес. А в бизнес многие люди могут вам давать возражения. И у нас будет прям отдельная тема с возражением, которую мы с вами проработаем. По образованию, вот лично я, через мой опыт, возражение минимальное. Никто не скажет: о, нет, мне образование вообще не интересно, и кто вообще образовывается. Сегодня образование, конференции, встречи, кружки, то есть они в тренде. Поэтому я рекомендую вам именно использовать самую безопасную точку входа, самую конвертируемую точку входа. Это через образование, это вебинары в субботние, это «Гений финансов», и это те онлайн-ролики, что сегодня имеются в свободном доступе у нас на YouTube. Юля, пожалуйста, Булатова, можешь прислать ссылку вот в чатах по разным языкам, может быть, в группе в Telegram, ссылку на YouTube-канал, на наш YouTube-канал, чтобы люди могли ознакомиться вообще, что у нас есть на YouTube-канале, какие выложены ролики. Мне кажется, это будет всем полезно. Напишите плюсик, кто не имеет еще доступ к нашему YouTube-каналу и хотел бы ознакомиться с теми роликами, которые у нас имеются. И их можно, это продающие ролики, и вы их можете как приглашать на рандеву, используя эти ролики. И также некоторые, это прям обучение, вы можете давать совершенно бесплатно вашим людям. Угу. Супер, тогда ждем ссылку в Телеграме по всем языкам, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Значит, смотрите, друзья, мы с вами разобрали, значит, что есть квалификационный переворотный. Мы разобрались в том, что есть несколько точек бизнеса. Образование, что это самая безопасная точка в бизнесе, точка в нашу компанию, точка входа. И давайте пройдемся немножко по рандеву. Те, кто у нас новички, обязательно возьмите фотографию вот этого скрина на своем языке, если в английской комнате, в английской, русскую. И давайте посмотрим, какая здесь самая важная информация. Во-первых, когда вы начинаете приглашать кого-то на рандеву, очень важно получить вот эти «да». Зачем нужно собирать «да»? То есть ответ должен быть «да». «Привет, это Александр?» «Да». «Слушай, тебе удобно сейчас говорить?» «Да». То есть нужно создать некую обстановку, где человек будет открыт вам. Я советую, чтобы вы использовали, когда вы общаетесь с человеком, чтобы вы не видели
либо его профайл, если это онлайн-общение, либо если это список вашего контакта, постарайтесь вспомнить, что это за человек. Возможно, вы с ним раньше учились, возможно, вы встретились с ним на какой-то конференции, возможно, это ваш какой-то родственник. То есть прежде чем приглашать человека на рандеву, обязательно постарайтесь вспомнить какую-то информацию об этом человеке для того, чтобы вот собрать третье, да, это какой-то комплимент, это может быть какая-то общая точка соприкосновения. У меня вот очень много контактов из моего опыта, это те люди, с которыми я познакомилась либо на конференциях, я очень люблю ходить на конференции, могу объяснить почему. Во-первых, на конференциях всегда приходят люди, которые что-то ищут, и на конференциях всегда приходят люди, которые открыты, не знаю, как по-русски сказать, то есть это ищущие люди. Просто так человек, которому все равно и который ничего не хочет достигнуть, он не встанет и не пойдет на конференцию. На конференции ходят те, кто что-то ищут, либо хотят знакомств. То есть для меня лично конференция — это был самое лучшее место, где я собирала контакты, потому что у нас уже есть общее то, что мы на одной конференции. Понятно? Второе — это социальные сети. То есть вы, когда подключаете человека через социальную сеть, это может быть LinkedIn профессионально, это может быть Facebook менее профессионально, это может быть даже Instagram. То есть вы, в принципе, видите, чем человек занимается, и вы можете тоже использовать вот это для того, чтобы построить отношения. В конце концов, наш бизнес, он построен на отношениях, и люди не покупают продукт, люди покупают вас лично. Они вас оценивают, они смотрят, чем вы занимаетесь, смотрят на ваш профайл, если это онлайн. Поэтому очень важно, это не просто затащить человека, давай делай со мной бизнес. Очень важно, чтобы человек увидел вот эту ценность. И ценность мы показываем путем того, что мы строим отношения. Это бизнес отношений. Вот наш бизнес, чем мы занимаемся, это бизнес отношений, друзья. Поэтому обязательно, когда вы приглашаете кого-то на рандеву, вот третье «да», оно получается как раз из того диалога, что у вас есть общие точки соприкосновения. Например, сейчас я проиграю вместе с вами. Привет, это Мила, ты меня помнишь, это Андрей? Да. Андрей, скажи, пожалуйста, у тебя есть сейчас пару минут пообщаться со мной? Да. Помнишь, когда мы с тобой встретились на конференции, ты говорила о том, что тебе надоела своя работа, ты хочешь что-то поменять в жизни и ищешь различные пути, как можно преувеличить свои доходы. Скажи, тебе это до сих пор интересно? Да, мне интересно. Видите? 3 «да». 3 вопроса и 3 «да». При этом я ничего не продавала, я ничего не пыталась ему втюхать. Мы просто с ним поговорили. Это может быть онлайн, то есть я могу как взять ему позвонить по телефону, либо это может быть онлайн, когда я пишу это в чате. Да, тот же самый скрипт, друзья, что у вас на компьютере, вот уже в вебинарной комнате. Затем, после того, как я получила 3 «да», я уже могу говорить дальше. То есть я теперь буду его приглашать на рандеву. Скажу: здорово, я вижу, что тебе интересно, тогда давай завтра мы с тобой пообщаемся в Zoom в такое-то время, тебе будет удобно? Человек говорит: да, мне удобно, либо нет, мне неудобно. И тогда мы уже пытаемся с ним договориться. То есть сама вот эта технология приглашения, она довольно-таки простая. И не нужно прям сильно себя стрессовать и там нагружать, что вот как я приглашу, я не знаю, что сказать. Я вас уверяю, друзья, как только у вас будет список квалификационных вопросов и переворотных вопросов, вам будет очень-очень просто. И опять же таки, если вы используете точку входа образования, и вы говорите о том, как увеличить, о том, как сохранить, о том, как приумножить, о том, как получить знания, которые могут стать для тебя самым лучшим активом, получить возможность быть частью компании и оставить наследие, вы просто увидите, что к вам будут притягиваться люди совершенно других категорий. И здесь, возможно, есть люди, вот с утра была такая хорошая сессия, где были возражения. То есть один человек написал:
А что, если я сам новичок? То есть как я могу продавать такой бизнес, либо инвестиции, если я сам еще в этом ничего не понимаю? Такое вполне вероятно, вполне можно. Так ситуации со всеми были. Я помню, когда в то время, когда у меня в структуре был вот такой нолик, ни одного контакта, поэтому все через это проходили. Я использовала для этого либо моего спонсора стоящего, либо я использовала авторитет. То есть авторитет у нас это Андрей Федорович Фавратов, потому что все курсы — это его курсы, а на YouTube очень много интервью — это его интервью, поэтому вы спокойно можете использовать авторитет. Конечно, если ваш спонсор может вам помочь и он может подключиться, это будет идеально, потому что работа со спонсором, она очень облегчает жизнь новичку, и так как спонсор обычно более опытный, то, конечно, здесь проще делать презентацию там троем или проводить рандеву троем. Но даже если, например, спонсор не может, или у вас спонсор, который такой же новичок, как и вы, то ничего в этом страшного нету, используйте авторитет. Авторитет — это Андрей Федорович. То есть вы можете приглашать на рандеву, используя, если человек спросит, а сколько ты в бизнесе, а сколько ты получаешь, можно открыто сказать, я новичок в этом бизнесе, но человек, у которого я учусь, он мультимиллионер, и он сегодня создал сообщество людей, более 1 миллиона партнеров в этой компании. Мы работаем по больше, чем 170 стран мира, и мы сегодня создаем глобальный портфель, который основан на реальных активах. И с этим человеком я тебе могу познакомить, с его бизнес-системами я могу познакомить. Тебе это интересно? Как вы думаете, если вы вот таким образом обыграете, вы получите ответ «да, мне интересно», либо вы скажете, или получите ответ, что «нет, не интересно». Конечно, конечно, да. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вам было полезно эта сессия. Я немножко просуммировала вот то, что рассказал Драгош. Надеюсь, у вас стало больше понимания вообще, как приглашать на рандеву. Поэтому ваше домашнее задание к завтрашнему дню, если сможете, вы у нас вечерние пташки, это провести хотя бы 10 квалификационных вопросов, именно поработать со своими командами. Именно для этого мы поделились на группы. В каждой группе должно быть 4 человека. То есть я рекомендую вам, первое, назначить время для того, чтобы пообщаться с вашей группой. Например, если у вас час 10 утра, то вы можете следующий там, часик, например, поработать с квалификационными переворотными вопросами, записать их, и через 2 часа, например, созвониться с вашими согруппниками и отрепетировать друг на дружке, отрепетировать вопросы, отрепетировать получение 3 «да» и отрепетировать приглашение на рандеву. Это все нам очень понадобится. Можно порепетировать со своими родными и соседями без проблем. Любой человек, он здесь полезен нам, особенно в отработках. То есть мы сейчас с вами практикуемся. Но придет день, когда мы пойдем в поле, что называется, и будем это делать с незнакомыми людьми. Ну, друзья, на то у вас и есть список контактов, есть горячие контакты, о которых говорила Анетта, поэтому это самые лучшие контакты, на которых можно тоже отрабатывать. Обязательно поработайте в группах. Почему? Потому что вот сейчас вы вместе находитесь на этом тренинге, вы все вместе слушаете информацию. То есть если кто-то в группе там застрянет в чем-то, другой человек может подсказать. А если вы будете пробовать только на своих родных, ну, родные же не были на сессии, родные вам не подскажут, они могут ответить там да, нет, но они не дадут вам обратной связи. А здесь очень важно тоже получить обратную связь. Поэтому мы именно с этой точки зрения и разделились на группы, чтобы одногруппники могли друг другу подсказывать. Вы все здесь разные, кто-то совсем новый, кто-то уже в компании статуса президент, поэтому каждая группа, члены каждой группы могут дать большую ценность друг дружке. Договорились? Поэтому обязательно первое – это прописать квалификационные вопросы, переворотные вопросы. Второе – попрактиковать это в своих группах, получить обратную связь.
И третье – это сделать различные сценарии. Представьте, что первый сценарий – это, возможно, человека вы встретили на какой-то конференции. Второй сценарий – возможно, это ваш старый друг. Третий сценарий – возможно, это вообще незнакомец в социальной сети. Может быть, у вас есть общая группа о том, что вы любите животных. Вот как вы к этому человеку предложите ему посетить рандеву? То есть тут можно будет включать воображение. Отлично. Есть еще ли какие-то вопросы, либо все понятно, поставьте плюсик. Сегодня человеку рассказал об авторитете Андрея Федоровича, что он выдающийся, пропустила, выдающийся лидер. Мне сказали, что осторожнее с таким людям. Такой ответ, приглашение, сказал вице-президент Райффайзенбанк. Он сказал, что у него есть пул инвесторов и друзей, вот им инвестировать в проекты интересно. Как их сейчас пригласить? Ага, Александр, ну смотрите, у вас уже, видите, один контакт вы с него начали, а он говорит, что у него еще есть уже куча, пул целых друзей, знакомых, партнеров, которые могут заинтересоваться. Это очень классно. Я порекомендую обязательно пригласить их на рандеву, то есть должна быть встреча, вот это рандеву, мини-презентация. У нас будет прям отдельная сессия по рандеву, потому что рандеву есть некие элементы, которые очень важны сделать во время рандеву. То есть, например, это выяснение неких потребностей, да, то есть мы это с вами пройдем. А я не знаю, где вы именно находитесь. Если вы находитесь где-то в Москве, в России, то вы можете пригласить этих людей в офисы. В офисе можем пообщаться с ними более детально. Либо также к своему спонсору, вышестоящему, и чтобы он или она помогли вам провести рандеву, если вот человек из Райффайзенбанка уже готов и хочет встретиться. Если в Европе, тогда по Zoom. То есть сейчас очень важно вам пригласить этого человека на рандеву, должна быть какая-то встреча. Нету смысла, чтобы просто он кого-то звал на встречу, если он сам не знает, о каком бизнесе идет речь. То есть первое, это вам нужно объяснить ему, вот этому человеку из Райффайзенбанка, то есть что мы за компания, чем мы занимаемся, какие преимущества. И это можно сделать по Zoom. Угу. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Супер. Еще примеры квалификационного вопроса. Ну, смотрите, вот я же вам дала примеры, то есть это может быть точка бизнес, например, когда вы спрашиваете любые вопросы, относящиеся к заработку, относящиеся, может быть, даже к мечтам. Это может быть вопрос, относящийся к знанию, к обучению, если мы говорим о точке входа гений финансов либо образования. То есть квалификационный вопрос – это может быть совершенно любой вопрос, ответом на которого вы хотите услышать «да». А вам интересно учиться, и вам интересно создать глобальный портфель, а вы хотели бы стать совладельцем глобального портфеля, а вы хотели бы поиграть вообще в игру, которая изменит вашу жизнь, а вы хотели бы стать прогрессивной личностью, где вы можете обучаться азам, инвестициям и финансам, и в практике видеть, как растут и приумножаются ваши деньги. То есть этих вопросов может быть очень много. Вам просто нужно посидеть и подумать. Подумайте, а как вас пригласили? Вы же тоже здесь оказались только потому, что вас пригласили в бизнес. Какие вопросы вам задавали? Наверняка же вас тоже как-то пригласили. Хочет обучаться. Супер. Хорошо, друзья, мы немножко затянулись. Надеюсь, что вам была эта информация очень полезна. Значит, тогда завтра у нас еще один день марафона. Поставьте, как вы, еще энергия есть. У кого особенно утро, как вы себя чувствуете? Готовы к действиям? Утренняя группа уже видела в социальных сетях, отработали приглашение. Теперь давайте вы подтягивайтесь. У вас ровно 23 часа. Значит, с вами встречаемся завтра. Если какие-то вопросы не обрисовала, то все пишите в чатах будем общаться и в чатах будем отвечать. Все, всего доброго, друзья. Да, человек может подключиться к марафону в течение февраля, в течение марта. Если подключается позже,
то все тренинги будут для него в записи. Вот то время, что он пропустил, будут записи. Чем быстрее начнет, тем быстрее выйдет с нами в интерактив. Все, друзья, пока-пока.